Всем привет! Я Марина, и с вами Школа Сакрамел. Классика. Какая ассоциация у вас возникает с этим словом? Первое, что мне приходит на ум, это классический обрезной маникюр с мацерацией и придание рукам красивого ухоженного вида. Информация в сегодняшнем ролике будет полезна не только мастерам, а также новичкам в нашей профессии и тем, кто выполняет маникюр самостоятельно в домашних условиях. Поэтому смотрите ролик до конца, я уверена, вы найдете для себя что-то новое и полезное. Поехали! Вот с таким маникюром ко мне пришла модель спустя месяц. Я выполню снятие гель-лака аппаратом, так как у нас было выравнивание базы, достаточно объемный слой. И если я буду снимать при помощи ацетон содержащей жидкости, на это уйдет много времени. Помимо этого, кожа вокруг ногтей не будет иссушаться. Теперь воспользуюсь таким инструментом, как пушер. Мне нравится тот, который имеет плоскую рабочую часть. Благодаря широкой поверхности я могу быстро приподнять кутикулу и зачистить птеригий. Благодаря предварительной зачистке птеригия мне удастся сократить время размачивания. Если вижу у клиента широкую лунулу, то глубоко под кутикулу не захожу пушером, так как ноготь в этой области более мягкий. Теперь форма и баф. Ссылку на ролик по опилу форм я оставлю под данным видео. Баф помогает уже убрать часть птеригия до обработки. Запомните, при мацерации, то есть погружении ногтей в воду, мы сначала делаем опил и только потом погружаем руку в ванночку. Дело в том, что ногти как губка наполняются водой, раскрываются. После влага уйдет, но мы уже с вами выполнили опил на расщепленном ногте, что в дальнейшем приведет к еще большему расслаиванию. Надеюсь, вы поняли смысл, который я хотела до вас донести. Поделюсь с вами своей конкурсной техникой выполнения классического маникюра. Благодаря ей мне удалось стать чемпионом России и Гонконга в номинации «Маникюр». Это не значит, что такая техника общепринятая или единая, это то, как удобно работать мне. Допускается работать с ремувером для размягчения кутикулы и без. На конкурсе, к сожалению, такие средства запрещены, но в жизни нам никто не запретит его использовать. На ванночку одеваю одноразовый пакет, потому что по нормам Санпин мы должны ее полностью обрабатывать в дезинфицирующем растворе, либо использовать такие пакеты. Опускаю руку в ванночку буквально на несколько минут. Не стоит делать воду очень горячей и держать руку долго. Наша задача лишь увлажнить огрубевшую кожу. В противном случае вы не увидите границу среза между кутикулой и живой кожей заднего проксимального валика. Кстати, эту ошибку часто совершают те, кто выполняет маникюр самостоятельно, делая много ранок. Безворсовую салфеточку складываю, одеваю на свой пальчик, достаю ноготь из ванночки, промакиваю и при помощи пушера прочищаю птеригий, приподнимая кутикулу. Особое внимание уделяя зонам в боковых пазухах и синусам. Пушер работает параллельно ногтевой пластине. Вытираю салфеткой движениями вверх. Только после того, как я приподняла хорошо кутикулу и чувствую, что ничего не мешает проходу моего пушера, я могу приступать к срезу. Для среза я буду использовать ножнички-твизеры, а боковые валики буду дорабатывать при помощи щипчиков. Завожу нижнее лезвие под кутикулу,
Ножнички стоят перпендикулярно ногтевой пластине, не заваливаются на клиента или на ноготь. И выполняю срез небольшими отрезками. Щипчики держу указательным и большим пальцем за гвоздик, 3 пальца на ручке. И работает вся поверхность полотна при обработке боковых валиков. Классный лайфхак – пройтись бафом с мягким абразивом по влажным боковым валикам. Выполняя скатку, вы можете зашлифовать мелкие заусенцы. Я уверена, что найдутся те, кто не работают ножничками. Специально для вас срез кусачками, поэтому поставьте пальчик вверх. Срез щипчиками начинаю с боковых валиков. Работает вся поверхность лезвия. В пазухе тонкую-тонкую ниточку режу. В синусе я завожу только носик лезвия. И нижнее лезвие укладываю на ноготок, совершая небольшие шажки по 2 мм. Можете приподнять кутикулу, чтобы была видна граница среза. Будьте внимательны, никаких отрывистых движений. Противоположную сторону обрабатываю с другой стороны. Также боковой валик всей поверхностью лезвия, тоненькая ниточка в пазухе, перехожу на синус кончиками лезвия, стараюсь выполнить единый срез. Следующим этапом дорабатываю внутреннюю часть кутикулы, ставлю щипчики перпендикулярно ногтевой пластине. И сразу по влажной коже делаю скатку. Выполню покрытие с выравниванием ногтевой пластины, обезжириваю, наношу бескислотный праймер только на натуральный ноготь. В работе использую камуфлирующую базу Линто. Классика – это то, что безупречно должен выполнять мастер, даже если вы работаете аппаратом. Вне времен, всегда актуально, как основа основ. Напишите в комментариях, любите ли вы классический маникюр и какой инструмент предпочитаете в работе – кусачки или ножнички. Посмотрим, кого из нас больше. А я, как всегда, желаю вам успехов в работе. Всем счастливо, пока-пока!